on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely, there's air of silence in the bedroom. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Дорадо, читает Кэт Уилд. Глава 16. Неделя без Чимина длилась бесконечно долго. Но уже вечером в пятницу Тэхён сел в самолет до Вашингтона. Увидеть друга хотя бы на выходные. Оформить перевод не удалось. В деле с наркотиками возникли неучтенные детали. И Тэхён застрял в Сан-Франциско. Даже созваниваться было сложно из-за разницы во времени и большой занятости обоих. В 5 утра в субботу он наконец оказался в Вашингтоне. Взял такси до дома Чимина, чтобы буквально с порога начать целовать теплые сонные губы, а потом уснуть рядом еще часа на 4. Кажется, я даже не поздоровался. Зафырчал Тэхён, когда они окончательно проснулись. Чимин, ты опять похудел. Ты здесь плохо ешь без меня. Куда ты дел мои любимые мягкие щеки? Нормально я ем. Иногда даже дважды в день. Чимин засмеялся ему в плечо. Мне не нравится, когда у меня слишком большие щеки. Я на ребенка похож. Он был ужасно рад тому, что Тэхён хотя бы приехал в гости. У него были грандиозные планы на эти выходные, но пока можно было еще немного так полежать. Они разве большие? Они мягкие, разулыбался Тэхён. Дважды в день этого мало. Надо хорошо есть. Ты же агент. У тебя должно быть много сил. Он потерся щекой о волосы Чимина, сладко жмурясь. Я хочу позавтракать, посмотреть твой дом и погулять вместе. Но обниматься хочу еще больше, признался он. А еще познакомиться с Намджуном, промурчал Чимин. И познакомиться с Намджуном, согласился Тэхён. Должен я знать своего главного конкурента. Он засмеялся, но это было шуткой лишь отчасти. Это можно вечером. Поедем к нему ужинать, решил Чимин. Как у тебя дела на работе? Я совсем закопался с этим бриллиантом. Оказалось, что сперва подключили отдел, который занимается терактами, и уж потом обнаружили подделку. Там была серия взрывов, отключенные камеры, потом всю охрану нахрен уволили. Представляешь? Расскажешь подробнее. У меня ничего интересного. Вообще рассказывать нечего, кроме вечеринки у Чон Хасока. Ты его помнишь? Мы были в его галерее в твой первый день в Сан-Франциско. Он прислал приглашение, показывал новые картины, в том числе собственный портрет. Взгляд Тэхёна стал задумчивым, как и всякий раз, когда он вспоминал картину. Давай ты сперва расскажешь о расследовании, а потом я о картинах. Конечно, я его помню, ответил Чимин. Я удивлен, что у него в галерее не все стены завешены его портретами. Это тоже было лишь отчасти шуткой. Да что там рассказывать. Все на ушах. Исследуем состав взрывчатки уже который день. Там какой-то немыслимый состав вообще. И этот камень. Черт, я даже не представляю, кому могло прийти в голову его украсть. Куда его потом девать? На черном рынке такой так просто не сбыть, потому что ни у кого не хватит на это денег и наглости. Это же бриллиант Хоупа. Ты его видел вообще? Сейчас покажу. Чимин вывернулся из рук Тэхёна и вскочил с постели, чтобы скоро вернуться туда с фотографиями. Я уже объездил всех знакомых ювелиров в городе. Конечно, нигде он не появлялся, добавил Чимин, вручая папку. Тэхён проглотил горькую шутку о еще одном химике в делах Чимина. Открыл папку, полистал и ничего не выражающим голосом сказал. Бриллиант Хоупа? Ага, видел. Неделю назад на портрете. Глаза у него были совершенно европейские. В галерее Чон Хасока? На всякий случай уточнил Чимин и тоже удивленно округлил глаза. Как это вообще возможно? Но потом вспомнил, что взрыв и кража произошли не вчера. За это время бриллиант можно было уже 10 раз прокатить по всей Америке, а то и 20. На портрете Чон Хасока в его галерее,
подтвердил ошеломленный Тэхён. Там, знаешь, он в распахнутом халате, и колье на груди видно отчетливо. Но и этот камень трудно с чем-то спутать. Нам срочно нужно в Сан-Франциско, снова подскочил Чимин. Ну, завтра. Тут же опомнился, потому что все-таки встречу с Намджуном даже ради такого он отложить не мог. «Стой!» — Тэхён поймал его за руку. «Это же копия, наверное. Ну, там был один из гостей. Он говорил с Ким Сак-джином о копии, которую он сделал. Я тогда тоже даже не сопоставил, но это может быть. Хотя это все равно странно». Так в институте тоже осталась копия. Что-то я не помню нигде такого массового появления копий этого Хоупа. Тем более так близко к похищению. Мы должны поехать к этому Чон Хасоку и все у него выяснить. Завтра. Чимин выдохнула и села обратно. А что еще ты хотела рассказать о картинах? Там было еще что-нибудь необычное? Это портрет сам весь необычный, признался Тэхён. Его писал какой-то чертов гений. Я вообще не знаю ни одного мастера в Штатах, который мог так работать. Не представляю, сколько Чон Хасок мог заплатить за картину. Это чистый импрессионизм, понимаешь? В духе старых мастеров. И если смотреть на картину, уткнувшись носом, я бы вообще решил, что это тот же Дега. А что, автора этого шедевра не представили публике? Прищурился Чимин. Вот это действительно странно. Пожелал остаться неизвестным. Тэхён дернул плечом. Я очень хочу, чтобы ты увидел эту картину, Чимин, потому что она меня с ума сводит. Я против нее весь вечер простоял. Ну на что, красивее меня? Смешно буркнул Чимин. Кстати, Тэхёна, а у меня красивые ноги. Это сейчас легко было разглядеть, когда он их вытянул в своих домашних шортах. Но они красивее всего, что я видел, кроме разве что шедевров Ренессанса, ляпнул Тэхён и нахмурился. Чимини, а что значит кстати? То и значит. Тот снова их разглядывал, вытягивая ступни на какой-то балетный манер. Я хотел у тебя спросить. Просто забыл. Да и посмотрю, засмеялся Тэхён, подхватывая его ногу, обнял пальцами лодыжку и запечатлел поцелуй на коленке. Красивые. У тебя очень красивые ноги. Чимин засмеялся, потому что было щекотно и приятно такое слышать. Конечно. Но следующий вопрос он остановил на языке, потому что у Тэхёна могли появиться встречные. К Намджуну они прибыли вовремя, как и договаривались. Тот их ждал, накрыв стол, встречая у дверей. Коротко обнял Чимина и дружелюбно улыбнулся Тэхёну, протянув руку. «Ну, здравствуй. Я Ким Намджун». Чимин подхватил ребенка на руки и запричитал, какой тот стал тяжелый. Ханбин ухватился за его шею и почти вторил за отцом. «Здравствуйте, я Кинг Ханбин». Тэхён пожал твердую руку Намджуна и улыбнулся Ханбину. «Здравствуйте, а я Ким Тэхён». «Сплошные Кимы, ужас какой!» — засмеялся Чимин и понес мальчика на кухню. «Проходи, давай плащ я повешу. Тапки нужны?» Намджун снова протянул руку. «Чимин, сядь и ничего не трогай. Не хочу, чтобы Тэхён думал, что я тебя в своем доме эксплуатирую. Сегодня ты мой гость, а не помощник», — крикнул он. Тэхён протянул свой плащ и живо поинтересовался. «А обычно ты его эксплуатируешь?» «Его попробуй, поэксплуатируй», — хмыкнул Намджун, аккуратно вешая одежду в шкаф. «Просто у него всегда все не так лежит. В ящике бардак, надо прибраться. Хотя полез туда за ложками. Посуду надо бы перемыть,
прежде чем на стол поставить. Книга не там лежит, зачем она в кресле и так далее. Но перед вашим приходом мы, конечно, прибрались. Тэхён даже задумался. Странно. У меня он такой бардак видел, что самому страшно вспомнить. И ни слова не сказал. Как-то однажды сказал, на самом деле, когда они вернулись глубоко за полночь после тяжелого дня и уснули, толком не раздеваясь, не включая света. Причитал на утро, сидя в постели, потому что на полу столько всего, что и ступить страшно. Тэхён тогда взял его в охапку и, щекоча пятки, отнес в ванную на руках. Так это он просто сдерживался, наверное. Первый год общения он мне тоже ничего не говорил, когда приходил ко мне. Намджун проводил гостя на кухню, где Чимин с Ханбином уже сели за стол, и продолжил уже там. А потом как-то раз попросил у меня ключ, пока я был в делах, под каким-то нелепым предлогом, типа что-то забыл, надо срочно забрать. Приехал ко мне и устроил всему моему дому ревизию. Я как сейчас помню, прихожу домой и не понимаю, я вообще к себе пришел или случайно адрес попутал. А потом на столе нашел записку: «Не благодари». Чимин заливисто засмеялся. И он не поблагодарил, реально. Он вообще со мной неделю не разговаривал. «Почему я его понимаю?» — пробормотал Тэхён. «Чимини, только не вздумай у меня такое делать, очень тебя прошу». «Мне уже не 26, чтоб такое проворачивать», — успокоил тот. «Намджун, давай я хоть помогу еду положить, а то ты сейчас опять навалишь целой кучей, не пойми где что». «Сиди, пожалуйста. Гость сам себе положит все, что ему нужно. И как ему нужно. Правда, Тэхён?» «Я вот сам себе положу», — подал голос Ханбин. Правда, для того, чтобы дотянуться до блюда с мясом, ему пришлось встать и обойти стол. «Ну, я тогда сам», — Тимин посмотрел на Намджуна с укором. «Себе положу тоже». «Я могу всем положить. У меня названный брат ресторатор», — смог вклиниться Тэхён. «Я сделаю красиво. А тебе...» Он повернулся к Чимину. «А я точно сам положу. И ест он, видите ли, иногда даже 2 раза в день». Чимин протянул ему свою тарелку, мол, давай, клади, но не удержался от комментария. «Мне вполне хватает и 2 раз. Может, я просто похудеть немного решил». «Да куда уж», — хмыкнул Намджун, усаживаясь со своей тарелкой. «Простите, гости, если что, но вроде все получилось вкусно». «Очень вкусно, папа», — поддержал Ханбин, который вовсю уже жевал. Намджун дотянулся до него и коротко погладил по волосам. «Очень вкусно», — согласился Тэхён, попробовав. «Намджун, а вот эту кислинку что дает?» Он зажмурился, дегустируя и раскладывая вкусно составляющие. «Ничего особенного. Лимонный сок». «Он везде его добавляют», — кивнул Чимин. «Даже в суп». «Ну, люблю я лимонный сок». Намджун поднял руки. «Вкусно же». «Вкусно», — подтвердил Тэхён, с удовольствием разделываясь со своей порцией и незаметно подкладывая Чимину кусочки добавки. Ему здесь нравилось. И дом, и Намджун, который был именно таким, как Тэхён его представлял по рассказам Чимина. И все же немного другим. И маленький очаровательный Ханбин, который вызывал сильное желание заманить его к себе на колени, пообнимать и поиграть вместе. Астрид так быстро выросла, а Тэхён любил общаться с детьми, хоть и не задумывался пока о собственных. Именно Ханбин задавал Тэхёну всякие интересные ему вопросы после ужина, когда они переместились в гостиную с чаем и конфетами. Ему было интересно, как живут в другом городе, какой этот город, какие там люди. Чимин ему уже успел рассказать,
Но Ханбин предпочитал услышать из первых уст, присматриваясь к новому гостю и очень внимательно слушая его ответы. Когда, наконец, пришла пора ребенку идти в ванную, чистить зубы и ложиться спать, он очень послушно туда отправился. Намджун не спешил помогать. Мальчик взрослый уже, сам справится. И тогда Чимин наконец рассказал другу о том, что они с Тэхёном выяснили буквально этим утром. И завтра, скорее всего, улетают обратно в Сан-Франциско. А то вдруг этот Чон Хасок тоже решит умереть от сердечного приступа, добавил он под конец. Намджун слушал это еще внимательнее, чем его сын слушал Тэхёна. «Может, мне поехать с вами?» — внезапно предложил он. «На эту картину просто посмотреть». «Сына ты с кем оставишь?» — удивился Чимин. «С собой возьму. Он так много узнал о Сан-Франциско, что не слезет с меня, пока мы туда не поедем. Сразу несколько зайцев одним махом». Намджун изобразил пальцами пистолет и выстрелил в воздух. Они засиделись у Намджуна и вернулись довольно поздно. Чимин, как обычно, первым исчез в душе, а когда закончил купаться, услышал телефонный звонок и, входя в комнату, голос напарника. К сожалению, он сейчас... Тэхён поднял взгляд. «О нет, уже передаю». И протянул ему трубку телефона. Чимин удивленно принял ее, запахнулся в халат и присел на край кровати. «Я слушаю». «Просто безобразие!» Очень возмущенно в тон и интонациям самого Чимина при прошлом разговоре сказал Мин Юнги. «В Сан-Франциско ты так и не вернулся. В Вашингтоне до тебя не дозвониться. Где ты ходишь, Пак Чимин, выбравший меня в супруги?» Он запнулся и тихо спросил, без всякого выражения. «Я не вовремя. Ты не один?» Агент успел задорно хихикать в сторону, потом посмотреть на Тэхёна, любопытно смотрящего на него. А скоро кивнул ему на дверь, в ванную, очень многозначительно. Мол, свободно иди. «О, это мой друг. Он приехал в гости. А завтра мы возвращаемся в Сан-Франциско». Да, Тэхён должен был оценить этот невероятно сладкий тон, с которым Чимин даже с ним не разговаривал. «Не сердись, я всего лишь был в ванной». А когда под его многозначительным взглядом друг туда все-таки ушел, то добавил. «Но ты можешь начинать ревновать, потому что у меня всего одна кровать». И упал на нее, прижимая трубку к уху. «Ты говорил, что уверен мне. С чего бы мне ревновать?» А в голосе Юнги чувствовалась улыбка. «Я правда не помешал. Я...» Он помолчал, а потом со смешком выдавил. «Кажется, соскучился по нашим безумным диалогам». «Ну, хотя бы потому, что мой друг считает мои ноги красивыми, и я уточнил». Чимин тоже расплылся в улыбке. «Может, мне у него еще что-нибудь уточнить?» И добавил чуть тише. «Мне так приятно, что ты снова позвонил». Этого друга можно считать экспертом? Изобразить строгий тон, когда внутри вдруг стало тепло, и Юнге удалось не сразу. «Что ты еще хочешь у него спросить? Может быть, я сам могу тебе ответить?» «Не знаю». Чимин длинно вздохнул, раздумывая. «Красивые ли у меня глаза? Или губы?» Хотя про губы он точно говорил, что красивые. «У меня красивые губы, Мин Юнги? Или ты их тоже не успела разглядеть?» Он коснулся их подушечками пальцев и слегка прикусил. «У тебя красивая кожа», — мягко сказала Юнги. «Медовая, нежная, словно подсвеченная изнутри. Это я хорошо разглядел. И красивые лучистые глаза, очень теплые».
А про губы... Он помолчал. Придется нам обоим довериться мнению твоего друга. Но в следующий раз я их разгляжу. Обязательно, обещаю. Я составлю список всего, что ты должен разглядеть в следующий раз. Даже не надейся, что позволю тебе пропустить хоть один пункт. Чимин издал смешок в собственное запястье, отчего он прозвучал глухо. А у тебя очень красивый голос. Если я закрываю глаза, то представляю, будто ты говоришь это совсем рядом. Мне на ухо. Мне хочется спросить тебя продолжать. Продолжишь, Юнги? Не останавливайся, пожалуйста. Уверен в твоей скрупулезности, тихо фыркнул тот. Буду ждать списка. Продолжать? Мне рассказать, что у тебя еще красивое. Похвалу голосу он принял привычно, но удовольствие все равно словно согрело вмиг. Если хочешь, отозвался Чимин. Если вспомнишь что-то еще, потому что мне, кроме почерка, ничего в голову уже не приходит. Ты, наверное, удивишься, но мне кажется, что у тебя тоже красивый почерк. Я уверен в этом на все 100%, хотя никогда не видел. Но я видел тебя. Твои руки, твою манеру держаться. Я уже ощутил на себе стройность твоих мыслей. У тебя просто не может быть плохого почерка. Это невозможно. Не пытайся комплиментами заставить меня делать работу, которую ты уже запланировал себе, строго потребовал Юнги. Как бы ты меня ни хвалил, список все равно составлять тебе. Но если хочешь, я могу как-нибудь написать тебе что-то. Не отвлекай меня, я пока не знаю твоего почерка. Верю тебе на слово. А вот что я разглядел и знаю, так это твои красивые руки. Такие маленькие. Конечно, тогда я еще не был твоим супругом. Но разве я мог согласиться, чтобы эти маленькие ладошки отстирывали мои рубашки? Разве для этого они созданы? А для чего они созданы? Даже удивился Чимин, теперь рассматривая свою руку, свободную от трубки, подняв ее вверх и растопырив пальцы. И ты видел мой почерк. Я писал тебе свой номер и имя. Не между прочим, очень красиво написал. Но я тебе это прощу. Буду считать, что ты просто рассматривал мои руки, а не мою записку. Спасибо. Искренне выдохнул Юнги. Он совсем не обратил внимания на почерк, помнил только его округлость. Для чего же они созданы? Трогать то, что ты любишь? Обнимать кого-то? Я согласен даже на то, чтобы эти ладошки писали письма. Но стирать нет. Я очень хозяйственный, фыркнул Чимин. Но стирать руками я бы не стал, разве что замочить. Стиральную машинку зачем придумали? Он поймал пальцами воздух, сжал их и прижал к груди. Как будто мог потрогать и прижать то, что не мог на самом деле. «А скажи мне что-нибудь на японском», — внезапно попросил. Юнги задумался, не спрашивая, зачем Чимину это нужно, а затем разразился длинной фразой. На японском его голос звучал более грубо и гортанно, но все еще приятно. «О, Господи!» — почти ахнул агент и тут же прикусил свою собственную руку, подышав в трубку. «А что ты сказал? Переведи, пожалуйста». «Ну, что-то вроде того, что и победа, и поражение часто зависят от мимолетных обстоятельств. Но мужчине легко избежать позора. Достаточно умереть». Весьма вольно перевел Юнги. «Это из записи о сокрытом в листве. Тебе так нравится японский язык?» Он мне никогда не нравился. Чимин улыбнулся, убирая руку обратно на грудь. «Пока ты на нем не заговорил». Конечно. Перевод фразы он тоже оценил. Даже задумался над ним, если бы было чем думать сейчас. Юнги тихонько засмеялся.
Ты само очарование, Пак Чимин, назвавшийся моим супругом. Он вздохнул. Мне кажется, или ты со мной флиртуешь? Разве это должное поведение для людей, что уже 2 недели в браке? Что за вольности мы себе позволяем, а? Ну, почему я не могу флиртовать со своим супругом? Чимин едва не задохнулся. Что это именно флирт? Не затянувшаяся шутка, не случайные безумные разговоры. Он флиртовал с Юнги. Он наслаждался этим и не хотел, чтобы это вообще заканчивалось. «Тебе не нравится, дорогой?» — очень нежно спросил он. Обычно люди флиртуют друг с другом до свадьбы. После же их ждут суровые будни, в которых нет места подобным глупостям. Тот отчитывал его так ласково, что и без прямого ответа было слышно. Ему нравится. Он получает от этого не меньшее удовольствие. «Будем считать, что мы необычные», — сказал Чимин, свернувшейся улыбкой. «И даже в самых суровых буднях я хочу продолжать эти глупости». И последняя фраза была такой уверенной, будто Чимин высек ее на камне, раз и навсегда. Тэхён застыл на пороге комнаты с полотенцем в руках, глядя на напарника, который поднял на него взгляд и сжал трубку в руке. «Мой друг вернулся из ванной», — сообщил он и сдержал вздох. «Мне нужно идти, но я буду ждать вашего звонка», — добавил он тише по-французски. И не знал, поймет ли Юнги, но имел в виду, что будет ждать его звонка. «Подожди». Чимин видел все вопросы в глазах Тэхёна, но остановил их, поднимаясь с кровати. «Подожди, пожалуйста. Мне нужно собраться с мыслями». Путь до кухни и обратно, чтобы налить чаю, хотя была мысль налить что-то покрепче, слегка затянулся. Но Чимин все-таки вернулся в спальню и поставил чашки на столик у кровати. «Вот теперь спрашивай. Только я не уверен, что после моих ответов ты захочешь со мной продолжать общаться. Потому что я, кажется, сошел с ума». «Ты точно сошел с ума, если считаешь, что я могу не захотеть с тобой общаться», — шумно зафырчал Тэхён и притянул друга на колени. «Кто он? Он хорош? Он тебя достоин? Что между вами было? Чимини, это значит, мне больше нельзя тебя целовать?» Вдруг с ужасом спросил он самое страшное. «Он мой супруг», — выдохнул Чимин, потеревшись лбом о его плечо. Усмехнулся тому, как это глупо, и поднял голову, продолжая. «Это просто шутка. Мы познакомились в аэропорту, когда я уезжал первый раз. Пообщались в курительной комнате. Он там забыл свою книгу. А потом случайно встретились в Сан-Франциско. Тогда я оставила ему свой номер телефона и 2 кольцо. Не спрашивай, как это получилось. Просто глупая шутка. Просто какая-то игра. Но я в ней, кажется, проигрываю. Тэхёна. Мне очень нравится с ним говорить, когда он звонит. Не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь еще раз. Я не знаю его номера и не могу позвонить сам. Я вообще толком ничего о нем не знаю. Но проигрываю. Повторил он и снова уткнулся в плечо. «О, каким ты видишь выигрыш!» — уточнил Тэхён, сжимая его крепче. «И что ты хочешь получить в случае победы?» «Я не знаю, что получает победитель в такой игре», — Чимин помотал головой. «Но точно знаю, что проигравшему будет больно. Мне уже больно представить, что он мне может больше не позвонить, что просто забудет, потеряет мой номер, да что угодно. Мне страшно подумать об этом». Он снова резко поднял голову. «Что происходит? Я не понимаю». Как будто Тэхён понимал все на свете. «Он тебе нравится. Ты ему увлекся, Чимини?» Тэхён баюкал друга в своих надежных руках.
Как его вообще зовут? Это ты хотя бы знаешь? Знаю, выдохнул Чимин. Мин Юнги, сказал он с какой-то нежностью, даже сейчас, когда обращался не к нему. Это какое-то безумие, Тэхёна. Я хотела рассказать тебе раньше, но сначала не думал, что все вот так обернется, а потом боялся, что ты будешь меня ругать за внезапную легкомысленность. Ой-ой-ой, мой Чимин такой легкомысленный. Познакомился с кем-то и оставил ему номер телефона, запричитал Тэхён. Мой Чимин совсем маленький, ему 32. Всякий может обидеть агента Федерального бюро. Ты сам-то понимаешь, как это нелепо звучит. Ты просто общаешься по телефону с интересным тебе человеком. Тебе это нравится. Что в этом страшного? Кстати, твой вопрос про красивые ноги имеет отношение к нашим разговорам? Он хитро прищурился. Чимин ласково треснул его по плечу несколько раз, еще несколько раз фыркнул на его слова, а потом устроился поудобнее, бурча в ответ. Да, имеет. Самое прямое отношение. Мы говорили о чужих ногах, а потом о моих. Он спросил, красивые ли они. Мы вообще говорим о странных вещах иногда. В этом нет ничего страшного, но... Он прикусил губу и не договорил. Ну, тебе нравится. Ты увлекаешься, теряешь контроль и боишься этого лишиться, мягко спросил Тэхён. Почему ты так хорошо это понимаешь? Вздохнул Чимин, находя его руку и переплетая их пальцы. Потому что чувствуешь меня. Потому что ты моя родственная душа? Ближе, чем братья-близнецы, разлученные в детстве, с необычной серьезностью подтвердил Тэхён. Мне нравится, как ты это сказал. Родственная душа. Ох, Чимини. Он ткнулся носом в его волосы. Я бы хотел уберечь тебя от всего на свете. Но чувства и отношения — это то, от чего не уберечь. Играй, Чимин, если это игра. Говори с ним, встречайся, даже влюбляйся. Это и есть жизнь. Живи и не бойся ничего. Если будет больно, ты знаешь, куда можно прийти. Спасибо, Тэхёна, тепло отозвался Чимин. Но не надейся, что отвяжешься от меня. Я буду приходить к тебе всегда, когда мне хорошо, когда грустно, когда просто спокойно. Я буду приходить к тебе, потому что ты нужен мне в любом состоянии. И никуда от тебя не денусь, даже если вдруг всерьез женюсь. Он поцеловал Тэхёна в губы очень мягко и просветлел лицом. Но вообще это какой-то идеальный брак. Живем далеко друг от друга, отдельно. Никто никого не трогает. Никакого секса даже после свадьбы. Идеальный вариант для меня, да? А под конец засмеялся. Слова, слова, зафырчал смущенный Тэхён. Даже на свадьбу не позвал. Отдал кольцо какому-то красавчику. Он защекотал Чимину бока, роняя на кровать. Он красавчик, признавайся. Мы даже не выпили в вашу честь. Но куда это годится? Мы так слишком много пьем, возмущался Чимин, смеясь при этом. У него красивые мужские руки, плечи и спина. Очень красивые глаза, такой мудрый взгляд и просто невероятный голос. Мне кажется, что он может забраться мне под кожу своим голосом, а может даже глубже, до самых потаенных уголков. И ведь я готов ему это позволить, лишь бы он только говорил. Вытянувшись на постели, Чимин мечтательно вздохнул, но при этом притянул к себе Тэхёна очень крепко, прижал, чтобы больше не рыпался. — Он тебя возбуждает? — мягко спросил тот, угомонившись. Его голос. — Ты бы хотел секса с этим парнем после свадьбы? — Очень, — прошелестел Чимин, зажмурившись. Себе-то сложно было признаться, не то что уж Тэхёну, пусть и самой родственной своей душе. — Тогда
тебе стоит позвать его на свидание при следующем разговоре. Тэхён подтянул ногой одеяло и накрыл обоих. Уверен, ему будет трудно перед тобой устоять. «Нет, нет, нет!» — запричитал Чимин. «Мы должны встретиться случайно, и я не буду его никуда звать». На самом деле его боязнь подобной близости никуда не делась. Даже регулярные объятия и поцелуи с напарником не помогли. Для Чимина это было нечто другое. Это же был Тэхён. Но Чимин и представить не мог, что почувствует, если Юнги захочет его просто обнять. Он не мог себе этого представить. Предсказать свою реакцию. Одно дело флиртовать с телефонной трубкой и лишь в голове строить чужой образ и ощущение близости. Совсем другое — оказаться наедине и близко друг к другу. Совершенно другое, неизвестное Чимину дело. Глава 17. Тэхён опасался, что ему будет тяжело уезжать из Вашингтона. Отпустить Чимина и снова расстаться на неопределенный срок. Вместо этого они вместе ждали вылета в Сан-Франциско. И Чимин сидел рядом на диванчике. Тэхён убеждал Намджуна. Дому куда проще обеспечить привычный режим для Ханбина, чем в отеле. У меня 2 спальни. Вы отлично разместитесь. Если ты будешь занят, все будут рады присмотреть за мальчиком. В моей семье любят детей. Он машинально притянул поближе друга, притихшего после долгой регистрации на рейс, позволяя устроить голову на своем плече, и переплел с ним пальцы. То есть не только меня он заставляет жить с тобой, пробормотал тот с тихой улыбкой. И все понятно. Ну, ты прав, Тэхён. Не мог не согласиться Намджун. Но я должен буду поблагодарить. Если не деньгами, то продуктами. Помощью по дому. Я не могу просто так поселиться у вас с ребенком на всю неделю. Он не решился бы ехать на 1 день. Они бы ничего не успели посмотреть. Больше времени потратили на дорогу, чем на Сан-Франциско. Поэтому Намджун последовал примеру Чимина и тоже взял небольшой отпуск за свой счет. «Научишь меня готовить это вкусное блюдо?» — попросил Тэхён. «С удовольствием приму твой фирменный рецепт в качестве благодарности. Только не удивляйся, когда при следующем приезде в Сан-Франциско тебя этим накормят в ресторане моего брата. Он обязательно введет это в меню, как только попробует». «О, без проблем. Но этого будет мало. От продуктов точно не отказывайтесь. Мы с Бинни страшно любим ходить по магазинам и выбирать все самое свежее. А в магазинах вашего города мы еще не были и точно туда пойдем». Намджун, в свою очередь, приобнял сына, который все оглядывался по сторонам, с любопытством и смиренно ждал посадки в самолет. А еще Намджуну нравилось видеть Чимина, таким расслабленным в чужих руках, не возмущенным от них, не сторонящимся, а спокойным и счастливым. Он улыбнулся, взглянув на 2 друзей, и попытался передать Тэхёну все свои впечатления, лишь взглядом, благодарным и довольным. На следующий день, после того, как познакомились с семьей Тэхёна, Намджун тоже считал, что Саджун и Астрид его семья, пусть не по крови, но по воле судьбы, заселились в дом к тому же Саджуну по настоянию и отдохнули. Они направились в галерею. Для Чимина с Тэхёном это не было официальным визитом по делу. Для Намджуна с Ханбином тем более. Просто прогулка в интересное место. Намджун любил искусство в любых его проявлениях. А маленький мальчик не находил его для себя скучным, потому что был сыном своего отца и вел себя очень достойно, как взрослый, не бегал, не рвался куда-нибудь не туда, его даже за руку приходилось держать не слишком часто, только при переходе через дорогу разве что.
Чимин приоткрыл двери, пропуская ребенка вперед. Прошелся по лестнице и вдруг вспомнил, что именно здесь и купил те кольца. Он об этом не забывал, просто сейчас вспомнил все до мелочей. И то, как выбирал их, и Сакджина, держащего его за руку. Интересно, вспомнит ли тот его? Если вспомнит, спросит ли о судьбе второго кольца? А если спросит, что ответить? Намджун не знал о супружестве с Юнги. Ему Чимин так и не смог рассказать, хотя не боялся осуждения. Может, просто ждал подходящего момента, но точно не такого, какой мог бы произойти. «Мистер Ким!» Хасок нарисовался буквально на пороге главного зала, здороваясь с Тэхёном. «Как приятно снова вас видеть! И ваш коллега с вами!» Он засиял улыбкой в сторону Чимина. Но и еще двух гостей мимо не пропустил. «Здравствуйте, джентльмены!» — чинно произнес. «Я Чон Хасок, владелец этой галереи. Прошу вас, проходите». Ханбин поздоровался и состроил непередаваемую мордочку, потому что его впервые назвали джентльменом. Не зря папа его так тщательно с утра одевал и причесывал. «До меня дошли слухи о вашем невероятном портрете», — светским тоном произнес Чимин. «Он же еще представлен публике, и на него можно взглянуть?» «Признаться, я столько рассказывал коллегам», — улыбнулся Тэхён. «Я польщен». Хасок прижал руку к груди, не прекращая улыбаться, и даже слегка поклонился. Он проводил гостей в голубой зал, по пути рассказывая, что у них еще много нового. Но Чимин уже ничего не слышал, когда издалека увидел тот портрет. А потом стремительно приблизился и прикрыл рот ладонью на мгновение. «Господин Чон, вы позировали художнику в таком же виде?» Резко развернулся на каблуках. Хасук едва не вздрогнул от такого вопроса, удержал улыбку. «Ну да. Разве в этом есть что-то неприличное?» «Неприличного достаточно», — сощурился Чимин. «Хоть детям не показывай». Хорошо, что Ханбин не слишком заинтересовался этим портретом, или Намджун его вовремя увел в другую сторону зала. «Меня интересует, что на вашей шее делает похищенный из Смитсоновского института бриллиант Хоупа». «Мистер Пак», — Хасок изменился в лице и тоне. «Это что, допрос?» «Ну что вы, господин Чон», — вмешался Тэхён, глядя с привычным вежливым дружелюбием. «Какой же допрос? Разве мы вас арестовали? Разве предъявили обвинение? Разве мы говорим в федеральной тюрьме? Пока это просто беседа. Но чем больше наших вопросов будет снято в ходе этой беседы, тем...» Он замолчал, позволив Хасоку самому додумать окончание фразы. «Совершенно верно. Мой коллега прав. Это просто беседа». Но у Чимина был такой взгляд, которым стену прошибать можно. Хасока представить не мог, что этот миловидный агент может быть таким пугающим. «Это копия. Она изготовлена в мастерской Хатори Ханзо. Я получил ее в подарок. Это все, что я могу сказать вам, господа, в ходе этой беседы». Хасок отвел взгляд на мужчину с ребенком. Намджун присел на корточки рядом с сыном и что-то негромко ему рассказывал. «Подождите», — опомнился Хасок, слегка успокоившись. «Бриллиант Хоупа похищен?» «Да, вам не послышалось», — почти фыркнул Чимин. «Могу я взглянуть на эту копию?» Конечно, нужно было ехать к этому Ханзо, но лучше в рабочем порядке, а не просто так, с дружеским визитом. Тем более, что Чимин его вообще не знал. «Хасок, у меня...» В зал вошел еще один человек. Тот самый, что помогал Чимину подбирать кольцо. «О,
«У нас гости! Мистер Ким, мистер Пак!» Сакджин нежно улыбнулся обоим, а заодно и мужчине с ребенком. «Зачем вам на нее смотреть?» — продолжил Хасок, вернувшись взглядом к Чимину. «Или вы меня в чем-то подозреваете?» «А почему вы отказываетесь показывать?» — прищурился Чимин. «Вот это!» — он махнул на картину. «Не стесняетесь, а настоящее украшение скрываете?» Сакджину показалось, что перед его глазами темнеет. Вот именно этого он и боялся, когда Хасок повесил свой портрет на самом видном месте. «Мой коллега...» Голос Сакджина слегка дрогнул, но он заставил себя улыбаться ровно и светло. «Относится к этому украшению слишком ревниво. Ну, разумеется, мы не откажем просьбе Федеральному бюро. Прошу вас, пройдемте в ювелирный отдел. Там вы сможете посмотреть». «Хасок...» Он мягко опустил ладонь на плечо своего друга и делового партнера. «Позволь агентам выполнять свою работу». Хасок решительно ничего не понимал. Куда они идут все вместе? Намджон с Ханбином тоже пошли посмотреть на украшение, от которого столько шума. Не понимал, на что они будут там смотреть, потому что его бриллиант, ну, точнее, его копия, хранился дома, в сейфе, под замком. Он не носил его на шее, потому что тот был слишком тяжелым, да и потому, что нужно было бы ходить полураздетым среди бела дня. А этого Хасок точно не мог себе позволить. Чимин переглянулся с Тэхёном по пути несколько раз, но не растерял своего боевого настроя. А у ювелирного прилавка он снова обратился к владельцу галереи. «Это просто просьба. Мы здесь не как агенты, а как посетители. Ваше украшение на картине выглядит как настоящее. Смею предположить, что это просто мастерство художника. Вы же тоже его ревниво скрываете?» Намджон молчал, лишь внимательно наблюдая за всем происходящим. Даже когда он не смотрел на кого-то конкретно, он все равно наблюдал, словно у него глаза были на затылке. Работа такая. Даже лингвистов для работы в бюро обучают в академии всем нюансам. «Это искусная копия», — повторил Сакджин, доставая из одного из шкафов черную плоскую коробку монограммой Хатори Ханзо. Раскрыл ее над витриной, демонстрируя колье. «Вы можете сами в этом убедиться». Хасок не успел ничего ответить Чимину, потому что потерял дар речи. И меньше всего на свете он сейчас хотел говорить с агентами, когда у него появилось столько вопросов к Юнги. Но никак не могло произойти случайности, чтобы Сакджин оказался у него дома и забрал колье для своей лавки. Получается, что Юнги тоже подарил ему копию. Зачем? Может быть, он тоже рисовал его в ней, танцующим? У Хасока закружилась голова. Он схватился за край прилавка, тряхнув ей, словно выгонял оттуда еще одну мысль, куда серьезнее предыдущих, не позволяя ей развиться, пока не получит ответ. «Если у вас ко мне больше нет вопросов, я прошу меня извинить». Еле выговорил он, оттолкнулся от прилавка и чуть его не свернул, а потом вышел из помещения широким тяжелым шагом. Чимин оторвался от разглядывания колье и проводил его взглядом. «Позвольте стакан воды», — попросил Тэхён, завороженно глядя. Получил от Сакджина искомое, поднял украшение и опустил его в воду, внимательно глядя, как преломляется свет, проходя сквозь камни. «Очень искусная копия», — наконец сказал Намджон и поднял ребенка на руки, чтобы ему тоже было видно. Бывают же мастера. «Никогда не видел ничего подобного», — признал Тэхён. «Это подделка, но плотность стекла настолько приближена к бриллиантам. Может быть, дело в каких-то включениях?
Очень интересно. Он поднял голову. Господин Ким очень вежливо произнес, глядя в ясные глаза Сакджина. Бюро придется изъять это украшение на какое-то время для изучения химического состава. Я надеюсь, к нашему следующему визиту с ордером оно будет уже здесь. Если пожелаете, я сам привезу его вам, почти ласково ответил тот. Вы же видите, как ваш интерес нервирует господина Чона. Видим, подтвердил Чимин, подев пальцами черную визитку внутри футляра. Позволите? Махнул ей Сакджину и тут же убрал в карман. Дэхён, поехали. У нас еще один визит. Намджун, вы пока погуляйте, ладно? Мы погуляем, кивнул тот, все еще держа Ханбина на руках. Тот почему-то улыбался Сакджину сильнее, чем остальным, и смотрел на него внимательнее, чем на какие-то там камни или стекла. Ты даже картину не рассмотрел толком, ворчал Тэхён, когда они спускались с Чимином по лестнице. А мне было интересно твое мнение. Я рассмотрел, поспорил тот. Мне иногда достаточно лишь взгляда, чтобы увидеть все, что нужно. Безусловно, это очень красивая работа. Но автор спешил ее закончить, а еще сконцентрировался лишь на Чоне. Это слишком заметно. Он прописан лучше всего, тщательнее, увереннее. Сколько же у него поклонников? Один бриллианты дарит, пусть и копии, другой портреты пишет. Вот это жизнь Тэхёна. Не то, что у нас. Чимин не понимал, что его так взбудоражило. Возможно, то, что в его вашингтонском деле появился неожиданный поворот. Не скажи, заспорил Тэхён. Эта концентрация оправдана. Некоторая условность фона работает на достижение выразительного эффекта. Они спорили большую часть дороги, пока Тэхён, затормозив у одного из перекрестков, не признался внезапно. Я видел этого Хатори на той вечеринке. Он тяжелый человек. Ой, брось. Ты агент федерального бюро. Испугался какого-то японца? Ласково усмехнулся Чимин. У него такие глаза до нутра пробирают. Тэхён не отреагировал на подначку. Если уйдем оттуда живыми и при своих костях, мне нужно будет выпить. Мой напарник алкоголик. Как с этим жить? Рассмеялся Чимин и потянулся к нему, чтобы чмокнуть куда-то в скулу. Очень быстро оказавшись дома, гнал, как будто за ним черти увязались, Хасок рванул к сейфу, не разуваясь. Что он только не делал с этим бриллиантом. Я опускал его в воду и смотрел на него через лупу, и капал на него маслом, и пытался читать через него буквы на газетной странице. Он царапал им стекла. Он дышал на него, сжимал в руках, а потом внезапно зашвырнул на диван, когда понял, что ничего не работает. Все это время он носил на шее никакие не стекляшки. А ведь мог сразу догадаться, хотя бы по весу. И Юнги, чтобы его черти догнали и сожрали, сошел с ума, раз подарил ему это. Повесил ему на шею этот груз, с которым теперь только на дно. Куда же еще? Зачем? Зачем ты это сделал? Причитал Хасок, обхватив свое лицо руками. Его трясло еще очень долго, а великая драгоценность просто валялась в складках дивана, как детская игрушка. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water.